соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации 24 февраля российские вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Утром народные милиции ДНР и ЛНР после продолжительных боев по отражению агрессии вооруженных сил Украины на территории республик провели мобилизацию и создали группировки войск. В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооруженных сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны вооруженных сил Украины. Группировка войск Донецкой Народной Республики, наступая на Волноваху, продвинулась до 3 километров, а группировка Луганской Народной Республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на 1,5 километра. Сейчас группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику. Подразделения вооруженных сил Украины продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик. Вооруженные силы Российской Федерации никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят. Военнослужащие пограничной службы Украины сопротивления российским подразделениям не оказали. Данные средства разведки показывают, что отдельные подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции подразделений ВСУ, сложивших оружие, ударам не подвергаются. Высокоточным оружием российских вооруженных сил выводится из строя только военная инфраструктура. Это объекты противовоздушной обороны, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовится и уже реализуются провокации по известным лекалам белых касок. В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовыми жертвами среди гражданского населения Украины. Подготовленные видеоролики распространяются через подконтрольные телеграм-каналы и социальные сети. Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах. Особо хочу подчеркнуть, вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает.